Ребята, всем привет! 8 марта 2025 года. На улице никого, потому что еще рано. Полдевятого примерно. Вышел до магазина прогуляться цветочного, купить Lisette красивый букетик на 8 марта. Сейчас покажу, что продается, сколько стоит. Здесь, конечно, не так, как у нас, нет такого ажиотажа, но все же. Какие у нас улицы, кто-то бегает, занимается спортом. У нас уже осень в южном полушарии, как будто сентябрь, да, получается, начало сентября, но только в марте. 60, а? 300 солей стоит такой букет. Говорят, тут типа много роз. 300 солей это 7,5 тысяч рублей. Сейчас пойду до другого еще прогуляюсь, магаза, посмотрю, что там. Смотрите, какой интересный цветок для украшения. Первый раз вижу. Красиво. Вот, смотрите, какой получился за 300 солей букетик. Каждый тюльпан стоит 15 солей. Там в холодильничке стоят. Вот. 15 солей это сколько? 250... 300, больше 300 рублей тюльпан. Сейчас будут мне делать букетик из роз, красных роз попросил. 500 рублей, 20-25 солей стоит такой букетик. 500-600 рублей. Так, оплатил, 90 солей мне вышел букет. Сейчас покажу, как выглядит. Вот, смотрите, с этим. Muchas gracias, señor. Возвращаюсь с тем же самым маршрутом. Такой букетик. Вышел он на $25. Это 90 солей получилось. Здесь 9 роз. Написала открытку еще Lisette. 25. Это 200 рублей примерно, да, по сегодняшнему курсу. 9 роз. Мне кажется, что у нас, конечно, поинтереснее. И цены подешевле на цветы. Хотя сегодня такие цены, на самом деле цены дешевле. Здесь, в принципе, делают неплохие букеты, если сравнивать относительно Латинской Америки. Где-то вообще, в принципе, сложно достать красивый букет. Так, сейчас посмотрим на реакцию Lisette. Te rojas, Marcita. Te amo. Mis flores rojas. Tus flores rojas. Ay, pero me pusiste esto. Sí, claro. Siempre callado. Yo recuerdo, tú me dijiste, porque sin sin tarjeta. Yo pregunto. ¿Te gusta tu Sí, amor. rama de rosas? Está muy bonito. ¡Oh! Huele rico. Ajá, de eucalipto. Uy, está muy bonito, amor de mi vida. Este me gusta mucho. Ah, me gusta demasiado, la verdad. Sí, claro, yo recuerdo. Sí, amor de mi vida. Este me gusta más, tarjeta. У нас небольшая посиделка сегодня будет. В честь 8 марта закупился овощами. Сейчас готовлю борщ. Мясо на рынке купили. Говядину. На кости. Смотрите, пальма наша, хотел вам показать. То, что мы покупали, наверное, месяц уже прошел. Много у нее листьев тут новых лезет. Вот такие они стрелки выпускают. Растет. Сейчас покажу юку. Еще наше пространство. Тоже цветочки тут. Помните юка? Смотрите. Дала корни. То, что я срывал тогда, в одном из видео показывал. Корни полезли. Завтра буду ее пересаживать в горшок уже. Месяц примерно занял это времени. И вот они наши эти. Тещин язык. Небольшая посиделка сегодня. 8 марта. Девчонки вино пьют. О, quiero probar también. Rico es, ¿no? Да. Como Pringles. Springer. Springlers. Ah, bueno, Parecido. papitas. Да. Так, сегодня мы закупились. Да, сегодня немножко. у нас натуральный, значит, хлеб. Чабата, прям свежий, Чабата в горячий. форме такого кирпичика, да. Очень качественный, да, хороший. Вот, арбуз тоже прекрасный арбуз. 7 килограмм. Вот, да, 7 килограмм.
230 рублей примерно. Да, но чувствуется, что вкусный арбуз. Да, очень сладкий сейчас. Дальше у нас сардельки. Вот, они, значит, достаточно тоже хорошие. С травой. Илья с травой попросил. Да, я говорю, берите сразу с травой, Чтобы не брать. не тратить. Да. Да, отдельно. Вот. А, вот такие, да. Конечно же, у нас есть мясо. Видно, что флаг бразильский. Вот, что такое анчо, биф анчо, что это за часть коровы, я не знаю. Вот. Но видно, что такая она именно для прожарки на барбекю. Мы готовили вот как раз на Новый год, очень вкусно, мне понравилось. Вот именно эта часть. Но стоимость, если 60 солей за килограмм, то это качественное мясо. Кило 200, 60 солей. Смотри, 50 солей получается, 49 солей килограмм стоит. Да, то есть это качество хорошее за эти деньги. В рублях, сейчас подожди, сколько это? 50 солей в рублях, это 1300 рублей примерно. Вообще недорого получается. Килограмм такого мяса 1300. И, еще у нас сосиски. Естественно, вот эти чипсы я очень люблю. Это настоящая картошка. Инка чипс. Да, из настоящей картошки. Как у нас были вот в Союзе, только эти немножко с этим, с каким-то барбекю. Вкус, да, этой. Да. Барбекю и лука. Угу. И вот эти, да? Вот они еще. Еще есть, да, вот эти тоже сосиски. хорошие. Да, это видно, что чисто какие-то свиные какие-то они. Не первый раз их беру тоже. Ты их брал уже, да? Да, уже не два даже раза три. Я первый раз вижу. Нормально. Вот. Так, у нас костерчик тут уже разгорается потихонечку. Сейчас будем, кстати, борщ пробовать. Борщ. Первым будет борщ. Так, сейчас будем... Есть борщ. Надо эту, как она? Петрушка, да? Петрушка порезать. Петрушка по-испански называется парихин. Ты любишь петрушку? Да. Правильно, с зеленью. С чесночком. А? Борщ горячий, ожидает нас. Как раз настоялся чуть-чуть. Сметана здесь хреновая, я со сливками борщ ем. Просто сливки добавляю. Этот, раньше с йогуртом, йогурт не особо ничего. Какой-то он кислый. Так, все, давай чеснок, наверное, еще добавим, да? Может, кто-то, ты будешь чеснок? По желанию, честно. Ты парочку сейчас. думаю, Не, я не туда добавлять, просто почищу. Рядом положи. Да. Ты как, привыкаешь уже к Перу? Да, уже привык. Уже нашел больше плюсов, чем минусов. Не знаю, я вот жду сейчас. Зима будет, как она будет вообще. Да нормально. Зима. Вот смотри, днем, допустим, будет, ну вот примерно как сейчас вечером. Солнце выглядывает, 25, жарко. Солнце садится, ну, чуть прохладнее. Ну, хочется вот Ночью будет. прочувствовать, что вот это вот прохладно. Что? Ну, сегодня Днем не холодно. созвонился с мамой, она сказала, у нас тут такая жара, 15 градусов. Да, 17 даже не было. Ну представь, в начале марта. Они радуются 15 градусам. А здесь это здесь холод. Это холодно. Здесь будут ходить все перуанцы в шапках, в перчатках, варежках и в пуховиках. Можешь поверить? Ну, в Куско мне хотелось одеть перчатки. Да в Куско холоднее. Я в шапке ходил, и перчатки хотелось иногда одеть. Хотя было там, ну, тоже около 15. Днем. Но в Куско приехали, там зима сейчас, по сути, дождь еще идет. Там ночью градусов 5, наверное, сейчас. Там холодно. Туда лучше ехать вот в июле, там вот в это время. Да, да только вот когда мы ездили, сейчас там все зеленое. И сам Мачу-Пикчу там Зеленый. Да, все. Да. А в Мы тоже в это время были. другое время там будет все желтое. Ну да, но будет зато погода хорошая. Погода теплая, лучше. теплее. А сейчас там можно попасть прям на дождь. Че, погнали? По борщу ударим. Музычка хорошая. Это секретный рецепт передается, знаешь, с поколения в поколение. Так, чуть-чуть зелени.
Вот это, кстати, меняет вообще весь такой образ. да, совсем. Немножко зелень. так. Ну, смотри. Это уже профессионально. да? Такая порция, вот рука, солей 35 будет, наверное, в кафе стоит, да? Так, да, забирайте. Забирайте, но оплату сначала 35 солей. Это можно, знаешь, это, ну, заставку сделать просто такой кипящий, ну, борщ, из которого пар идет просто. Смотри, что я делаю. Чуть-чуть вот так вот перцем посыпаем. Вот этот перец офигенно ароматный. Блин, он такой Обычный западает. перец или что? Да. Так, погнали дальше. Острый. Ну, я его чуть-чуть, чисто для запаха. Чуть поменьше наливать, тяжело нести. Давай. Ну это уже на любителя, правда. Ya quiero Смотри, pancito. Мне это нормально. Медиа. Ya. Это сливки, да? Да. Alex, Похоже. ¿quieres pancito? Похоже на сметану. Сейчас будем готовить мясо. Посолил. Все, больше кроме соли, больше ничего. У нас вот мангальчик уже. Уже готов. Шар просто какой космический. Чувствуешь? Да, я отсюда прям чувствую. Всегда эти угли. Эти угли просто, да, такие термоядерные. Ну, красиво как. Отличный вечерок у нас. Класс. Что там происходит? Они сидят там? Так, положили сосиски еще. Мясо перевернул. Вот оно. Красота. Домик, да, прям рядом на берегу океана. Немного наших разговоров. Вот просто вот эта кабина, знаешь, как это называется? Разговариваем про Ну, цены небольшой домик. в мире, про инфляцию. Еда тоже там, $1, $2. Илья рассказывал, как в Аргентине было дешево. Я рассказывал, как было в Турции дешево. Но все подорожало, что в Турции, что в Аргентине. Сошлись во мнении, что пока Азия остается недорогой. Таиланд, Филиппины до сих пор. Да, по слухам, мы сами не знаем. Ну, по тому же Ютубу, судя, то, что люди вот показывают, остается еще более-менее доступным. Да. Увидимся в Азии. Не, приезжайте лучше в Перу. Мы ресторан собираемся открывать русский. С борщом, котлетки, пюре, пюрешка. Котлетки с пюрешкой. Больше меню будет 100%. 100%. Торт Наполеон, эклеры. А, еще медовик можно добавить, медовик. Блины. Еще арбуз есть. А, арбуз не ели, да, сейчас. Мне, короче, ну, мы с женой, короче, взяли землю, да, в этом, в джунгле, ну, в Каракотах. Да, у меня теперь появилась идея, а что если я там сделаю, типа, знаешь, ретрита? То есть приезжают люди какие-то, мы их заселяем в какие-то хижины и проводим какие-то там ретриты, какие-то... Нет, Это жесть нельзя не будет, говорить. жесть, такую жесть не будет. Чайные церемонии. Да, чайные церемонии, просто экскурсии по джунглям, водопады, там, животные. Там, кстати, очень красиво, я посмотрел. Там реки есть, водопады, хороший климат, красиво. Не, есть люди, которые просто увлекаются флорой и фауной. Они просто могут приехать, просто посмотреть на какой-то вид птицы, например. Или просто посмотреть на какие-то растения, которые только там растут, знаешь. То есть... Вот я говорил, Саша, это Перу второе место в мире занимает по виду птиц, количеству видов птиц. Чуть-чуть Вот. Колумбия опережает. Представляешь? А, да? Тут птиц Ну, это в разных. это Амазония, Ну, да? все Перу включая, да. Тут же и пингвины, и пеликаны, там все. Тут есть как бы и тропические из Амазонки, и пингвины даже. О, хорошая идея. Тур называется «Птицы Перу». Ты сначала везешь их туда на океан, там где эти пингвины, а потом ты их везешь в джунгли и показываешь им всякие вот эти Это что экзотические. тут получается самая северная точка или самая южная, где ну, живут пингвины. Дальше уже там к Эквадору ближе их уже нет. Это, Не переворачивай. Как он, Галапагосские. Острова, да. Ну здесь и есть в этом, рядом в этом. То же самое есть в этом. Паракас называется. Ну да, Паракас, да. То же самое там. Да. Так, сейчас, ребята, проверим мясо наше. Подснять. Хочу померить температуру. У тебя градус, Да. термометр. Должно 55 градусов быть. Давай, я покажу, ты подснимешь. 55 градусов в центре, это Хороший уровень. Пока 30. У нас уже темно, луна.
quieres vivir en Rusia? Сосиски готовы. Сейчас делаем чурипан. Разрезаешь пополам сосиску, там, майонез, кетчуп. И погнал. Ну, Да, сам потом. давайте, для чурипан сосиски снимаем. Готово уже. По совету Илью взяли с травой сегодня. Правовой, да. Я думаю, будет... También ciudad como así, chiquita, cerca de Moscú, pero ciudad... Еще пачка есть. Я сейчас пока хлеб еще нарежу. Ну, ты хочешь ставь пока туда. Я пополам его. Es ciudad chiquito, tranquilo. Блин, чабата классная, 30 мягкая. минут de Moscú. Да, внутри она такая бомба. Пустоватая, мягкая. Мне вот нравится, да. Чабату они здесь готовят просто превосходно. Надо арбузик тоже сейчас расчехлить. Uno o dos ciudades en Siberia que es muy grande. Диалоги. Y gente- Диалоги о Es Сочи. como así, aquí en Lima hay gente. Всем интересно Сибирь, все хотят попасть в Сибирь. Сибирь. А здесь еще могут такой у тебя вопрос задать. Здесь думают, что Сибирь это вообще отдельное государство, они не знают, что это Россия, не все знают. Меня еще один чувак здесь спросил, ты откуда? Вадь?» Я говорю, я из России. Знаешь, что он спросил, какой вопрос задал мне в спортзале? Тренер. Hay ciudades de Rusia. Мальчишка, cerca de на вид Japón, de China. интеллигентный парень. А какой Allá es язык muy говорит в России? diferente. Ты на каком языке разговариваешь? На русском. Sí, más lejos на y русском. más. А, да, точно. Ну, они вообще ничего не знают. Они здесь, у них, я не знаю, чем они занимаются, как они Habla учатся. mucho. Más Школы У них платные. очень слабое, да, образование. Мило. Ну, Лисель сама подтверждает это. Вот сейчас, конечно, получше стало. Нет, частные школы нормальные, да, ну, сейчас. А вот такое... Только Государственное вчера, образование. да, только вчера об этом разговаривали. y más Если хочешь, чтобы у тебя нормальное образование было, надо в платную школу обязательно. Это так. Я так представил, детей тут недешево получается заводить. Недешево. Так, ну что? Ребята, 55 градусов. Вот такое мясо получается внутри, смотрите. Просто супер. Смотрите, какой сочный. Шикарно. Очень вкусное. Я могу назвать там. Смотрите. Вау. Какое же видео без whisky? Ya, hijito, vamos a la calle, vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos a la calle. Trae la correa. Trae la correa. Ну вот, началось, да? Вот, короче, река Амазония. Вода настолько желтая, что ты не видишь, что руку опускаешь, не видишь, как бы, ну, насколько она... Но это не самое, как бы, интересное. Интересно то, что ты стоишь, и вот ты просто стоишь, течение такое, что проплывает дерево, вот так вот, раз, и оно просто проплыло мимо. То есть ты чувствуешь, насколько мощная вот эта река, она смывает, подмывает все время берега, вот эти деревья падают, они... Вот. И по этой реке тебя везут на вот этой тонкой, вот как каноэ, вот это вот, с мотором. Там какой-то резорт получается, да, в джунглях? Да, и ты идешь туда в резорт, в этот, они тебя везут туда. Этот резорт находится, скажем так, немножко далековато, ты туда доплываешь с Божьей помощью, потому что там есть вероятность, что твоя лодка может перевернуться, скажем так. Ты доплываешь. Отель сам находится вот на таких... То есть ты приплываешь, заходишь на землю, но сам отель находится на сваях. То есть там все находится на высоте. Вот, потому что насекомые, животные и так далее. Нет, знаешь почему? Потому что там сезон дождей, все затапливает. Возможно, да. Поэтому, да. Я не удивлюсь, Там если очень так. сильно разливается Амазонка. Скорее всего, так и есть. Вот. И там ты живешь как бы в этих, на высоте, и в джунглях. И там ты слышишь, конечно, различные звуки. Там вообще невероятно. А ночью звуки. Да, там различные виды обезьян. Маленькие, большие, какие-то насекомые, там что только нет. И затем тебя ведут, значит, вот местные вот эти населения, они тебя проводят тур тебе. И они тебя ведут по этим джунглям. Говорят, вот это дерево там, мы вот это берем кору, там это у нас, например, от сколиоза. Вот это у нас там от гриппа. Вот это дерево
Вот эту ягоду мы едим, когда у нас там чешется что-то вот нога. Блядь. Вот это когда, вот это дерево, оно мы употребляем, то есть когда у нас какая-то другая, то есть у них как там в аптеке, они идут, у них там 1000 видов деревьев, и что-то они знают, какое дерево, какая кора, от чего помогает. То есть, вот, в принципе. Вот. И, то есть, многообразная флора, фауна. Просто невероятно. Но для современного человека, конечно, это другой мир. Это другой мир. Почему интересно туристическое место? Потому что первая зона это пустыня. Вот, полная пустыня, настолько пустыня, что вот другие пустыни, вот, единственное, это вот там Сахара, можно сравниться. Вот мы живем здесь в Лиме, это действительно пустыня. Вот как Сахара и так далее. Ты знаешь, что Лима это вторая столица в мире по засушливости после Каира египетского? Вот, да, действительно это так и есть. И почему здесь еще что-то, какая-то жизнь есть? Потому что здесь некоторые реки сюда спускаются, здесь пресная вода еще сюда попадает. Вот. Ну, и здесь задерживается вот этот воздух, который идет с океана, и он здесь задерживается, и происходит вот это накопление вот этого тумана, за счет которого питаются многие деревья. Они здесь питаются не за счет дождей, а за счет именно накопления влаги. Поэтому здесь такая разная фауна, знаешь, она немножко другая. Вот дальше уже идут горы. Вот горы здесь, конечно, очень серьезные, я могу вам сказать, 5,5-6 километров. Анды это серьезные горы, то есть там есть и шапки ледяные. Вот, все есть, что вот в серьезных горах там есть. То есть, и дальше еще есть некоторые зоны, когда уже с гор спускаешься и начинаются джунгли, и они здесь называют это сельва вьеха. То есть еще не джунгли, но еще и горы. Да, я предамазония называю. Это я лично называю, да. Вот эта зона, конечно, прекрасная, потому что там нет такого, жары, да? Такой жары, и там в то же время есть растительность, но она не такая плотная, там нет в то же время столько насекомых, как в джунглях. И эта зона, конечно, она комфортабельная для проживания, прекрасная зона. Вот. И дальше уже идет, называется уже именно сельва, это джунгли, то есть это Амазония, там где огромное разнообразие и животных, и растений, и все что угодно. То есть здесь вот эти 3 климатические зоны. Вот. Все время вопросом задавался. Вот леса горят там в России, в Сибири, там где-то в США, Канаде. Почему никогда я не слышал, чтобы Амазония горела? Ты вот не задавался вопросом? Я предполагаю, что здесь влага достаточно серьезная, поэтому чтобы именно очень большой пожар здесь разжечь достаточно сложно, потому что в Амазонии там все-таки влажность и там дожди и так далее достаточно часто выпадают, то есть, насколько я понимаю. Вот. Есть какие-то аномалии, когда долго дожди не идут, видимо засыхает что-то и начинаются какие-то пожары, но обычно здесь, особенно амазонская часть, там достаточно влажно. Вчера неплохо посидели у нас дома. Вы, в принципе, видели. Сейчас буду пересаживать юг. Я вчера показывал, она пустила корни. И самое время ее пересадить. Месяц примерно заняло все это действие. Вот такой у меня горшок под цветок. Сейчас надо здесь 4 дырки проделать. Юка, собственно, с корешками. И земля. Земля — это чернозем. Сейчас будем смешаем землю с черноземом и посадим. Смотрите, как растет этот тещин язык здесь, прям ему нравится. Уже второй пустил этот отросток. Что да? Ай поку. Давай, así, dijo poco. Я говорю сюда, чуть-чуть здесь осталось. Comprar más. Мешаем. No está muy caro, está barato.
En Rusia está libre. Ah, yo quería que pegues. Так, делаем лунку, углубление, чтобы туда крышки ставить para poner este. ¿Cómo se llama? Yuca. La raíz. Raíz. Ah, raíz. Да. Raíz. Raíz se dice en español. Raíces. Raíz. Так, вроде по центру. Hermoso. Красиво. Вот что получилось в итоге. По-моему, классно. Смотрите, какая красивая юбка. О, супер. Так, оставим ее пока здесь. Пусть растет. Потом, может быть, наверх поставим. Отлично очень. Мне нравится очень. Супер. 11 марта сегодня 2025 года. Решили с ребятами съездить на океан. Как договаривались в субботу. Погода сегодня вот такая. Но температура сама 26 сейчас. Пораньше встретиться решили. Сейчас все вам покажу. Сегодня будем пробовать воду. Я первый раз буду купаться в Тихом океане здесь, в Перу. Оценим воду. Закупаемся в магазине. Немножко взяли эмпанадо, пиво, вода. Что ты хотел спросить? А здесь нужен, чтобы подошел мужик. А что случилось? Нужна авторизация какая-то. О, То есть я пиво беру, наверное. este por cerveza? Я первый раз такой вижу. Немного вам видов. Здесь мы еще ни разу так пешком не гуляли с камерой. Метро. Сейчас метро активно строится, развивается, новые линии. Кстати, уже открыли некоторые станции подземного метро. Раньше долгое время была только вот эта линия. Это уже граница вот туда через мост, получается уже такой райончик не очень. Вот там внизу океан дальше. А мы идем на автобус. Погода сегодня хорошая, нет прямого прям солнца, но скорее всего будет распогаживаться. Здесь все время так с утра пасмурно, и солнце выглядывает часам к 10:30, к 11. А с утра всегда пасмурно. Едем к морю. Что ты ожидаешь от сегодняшнего дня? Я сегодня ожидаю бодрящей воды, вот, и ярких эмоций. Саня, что ты ожидаешь от сегодняшнего дня? Не особо ничего. Ты какой-то пессимист. Я смотрю, солнца нету. Прохладно. Ну, Зато не обгоришь. посидим на пляже, пообщаемся, покушаем. Да, мы же ради этого и едем. Может выглядит солнце попозже. Пообщаться. Дождя здесь нету, да? Нет. Самое главное. Наша остановка. Я тебе говорю, здесь климат другой чуть-чуть. Здесь более сухой, жаркий какой-то климат. Там очень много сдается. Ну ты знаешь, да? Да, здесь известное место. Да. Здесь туристы приезжают. О чем вы? Подожди, что закрывается? Глаза закрываются, не могу открыть. Почему? Вроде солнца нету, а Все равно, да, яркость да, какая-то. какая-то яркость. И у меня, да, то же самое. Вот такой городок небольшой, как-то туристический, пляжный, прибрежный. Здесь вот променад. Потихонечку все развивается. Здесь, конечно, в сезон очень много народу. Сегодня просто вторник, утро. Особо мало людей. Но это и хорошо. Говоришь, Илья, раньше здесь меньше всего было, да? Да, вот если сравнить сейчас и лет 10 назад, то в 3-4 раза видно, что увеличилось. Магазины стало почище, народу больше гораздо. Есть рост. Я так подозреваю, еще лет 5 здесь будет вообще Сочи.
Ну да, потихонечку видишь, все тут цветочки сажают. Видно, что деньги крутятся тут. Попадаются туристы даже. Да, даже эти. Он Саша там видел британцев. Похоже. Похоже на британцев. Заметил здесь эти мототакси ездят такие облегченного какого-то варианта. У нас... Джунглей таких много. Да, в джунглях. Как в джунглях, как в Сельве. Была река. И вода идет, когда наводнение, огромное количество воды идет в сторону океана. Подожди, наводнение из-за чего? Здесь же пустыня. А это с гор, то есть в горах происходят наводнения какие-то. И постоянно это раз в году показывают, как бедные вот эти вот перуанцы, которые строят вот эти свои хижины вдоль вот реки, там все смывает и уносит все их хижины. Серьезно? И потом поток идет вот сюда. Вода же должна куда-то уходить, то есть она идет туда, к океану. Я думал, это река вообще пересохшая уже давно. Она Русло. сейчас пересохшая, но когда пойдет вот этот поток, его специально, видишь, делают так, чтобы он шел и не повреждал, так сказать, все вокруг. Я То не есть знал. его еще глубже делают, чтобы он это... Интересно. Смотри, сколько ласточек здесь летает. Вообще. Низко летают. К дождю, да? Вот смотри, видишь, какая-то техника ездит, да? Видно, прям вода была, да? Вот смотри. Да. Потому что мы, когда с Лисет были, здесь прям засохшее все было. Я думал, что она прям вообще намертво тут. Давно уже нет воды. А само по Сусу просто, блин. Чистенько. Вот эти тоже холмы зеленые. Я там разговаривал с этими немцами, которые там основали эту Пасусу, еще с тех времен. Ага. Вот, прям настоящие такие, знаешь, у них пивоварни там, все. Пивоварня есть, да. Но они жалеют, что они туда приехали в целом. Да, он говорит... Я говорю, ну что, вы не жалеете, что вы сюда приехали? Он говорит, вообще-то жалеем, да. Почему? Ну не знаю. Может им там скучно стало. Там же еда, смотри, продается. Гуляш, вот эти, как она, отбивной вот этот, шницель. Я там брал. То есть гуляш с макаронами, с этими, как она там, с рожками. Прикольно. Не, они молодцы, они там и пиво свое делают. Пиво, и- да, там немецкое. Ну, не знаю, немецкое свое. О, все, пришли, вот место. Можно вот здесь, а можно чуть-чуть левее. Вот здесь нет волн. Вот там еще. Вот здесь предлагаю, здесь чистенько. Где угодно. Давай, пойдемте. А вот с той стороны смотри волны, там вообще никого, там уже по-другому. Так, Илья первый пошел. Морж. Сань, давай, я вас поснимаю чуть-чуть. Сейчас, подожди, ну скажешь, холодный нет. Давай, давай. Я думаю, отличное. Как оно? Леденючее? Вон, Илья уже ныряет. Холодное? Так, пойду я тоже. Холодное? Так, ребята, потом расскажу, сейчас занырну. Без телефона. Что, первый заплыв удачный. Не такая уж и холодная. Градусов 20, 21 может быть. Как вам? Ощущается как 10. Как здесь? Да, для меня уже так, на грани уже, на грани. Не, ну прохладная. Я не спорю. Ну, как бы... Волны попрыгать можно, интересно. Как бы, Волны да. мощные. Минут 10 покупались. Здесь прикольно, то, что здесь залив. И вот как бы вот эта волна останавливается вот этой скалой. То есть, Сейчас переключусь, покажу. Да, да, вот эта скала, она останавливает саму волну. Или она как-то ее перенаправляет, что ли? да, вот она как этот волнорез получается. Ну, здесь, видишь, больше, да, Ну, волны? вода все голубая. Я был, там была желтая. Мне сказали, что какие-то бактерии или водоросли какие-то, сезон. А сейчас голубая, красивая вода. Вот когда солнце светит, в этом месте она прям прозрачное, дно видно. Красиво тоже. Да? И сегодня чуть волны больше, на мой взгляд. А, в Пунта-Негре тоже есть вот такая скала, только раз в 5-10 выше.
И я на нее заходил, и фотки там обалденные. Прям ты видишь, прям весь берег далеко идет вот так. Похоже на пустыню, и, знаешь, стоят вот эти дома, прям как вот где-то, не знаю, Сирия там, типа, Ирак. Ну, она получается Пунта-Негра, вот, по-моему, там уже. Она ж недалеко здесь. Природа интересная. Да, здесь чисто залив. Видно, что здесь, как это, бэй называется, залив. То есть здесь не открытая океан. А есть другой пляж, я был, там за Пунта-Негра есть Пунта-Рокос. Там класс, там прям, вот ты лежишь и ты видишь далеко, вот так пляж идет прям до бесконечности. Да, да, и да. там горы прям, и там больше чувствуешь пространство, ты лежишь как будто. Здесь залив, а там прям, вот, знаешь, пространство какое-то бесконечное. Ну там и волны тоже пожестче. Я там вот так заходил, и все, меня вот так накрывало и затаскивало. Ну, тут никто не купается. Да, здесь больше. Ты как бы можешь зайти вот так, максимум, по колену. А дальше уже тебя может затащить. Эта волна, она придает, ты понимаешь, мощность вот этого всего. Когда море просто ровное, где-нибудь там, я не знаю, в Колумбии, там еще где-нибудь, кто-то мне сказал, что там ровно просто. Ты не чувствуешь этого энергии, знаешь? А вот оно, там, вот так, кисть, Что ты делаешь? он работает с кистью, видишь? Он... Гранит, да, и что там? На гранит похоже, да. Разбить я его смогу попозже. Конечно, К камню привязался. ребром ладони вот так бьешь. Смотри, ты крабов напугал, они повылазили все. Это первый раз за 1000 лет кто-то сдвинул здесь камень. Очень тяжелый. Да? Килограмм 30-35. Ну да, смотри, целая колония крабов. Да, вот пробуй, смотри. На Сыйму такого нет. На Сейму точно нет такого, да? Это мы самых больших видели вон там, когда гуляли. И они прям на камнях видны, прям огроменные крабы. Очень большие. Да тут все камни усеяны ими. Смотри их сколько. Тут прям все кишит крабами. Если вдаль посмотреть, смотри, все камни усеяны. Да, это течение, в общем, я вчера вот смотрел про, значит, почему в Чили там никто не купается. Это течение, оно идет 1 километр в минуту, скорость этого течения. То есть оно не такое быстрое, но оно холодное. И оно идет туда с Арктики, ну как это, вообще. Представляешь, с Арктики сколько оно прошло до сюда? Это ж ну, не близко. Да. Вот. До самого севера Перу. Она там в конце чуть-чуть уже уходит. Как раз где Манкура, чуть выше, там И уже... оно уже закругляется. Да, там уже течение уходит оттуда, поэтому там вода теплая. Надо, конечно, вообще это как-то вот почитать, может быть. Вот эти явления природные, они очень интересные. Они существуют уже миллионы лет. За счет них как бы и климат меняется, за счет них много чего меняется. Здесь климат, конечно, уникальный. Плюс здесь еще вот этот эффект Эль-Ниньо, Ля-Нинья, когда он меняется каждые там несколько лет. И чё? Здесь зима превращается в лето, по сути. Здесь зима становится очень мягкой. Это типа течение тоже, только оно двигается от побережья Перуанского в сторону Австралии. Отсюда холодное, там оно нагревается, обратно возвращается. И поэтому циркуляция происходит. Там пару-тройку лет здесь тепло, потом оно уходит, здесь холодно. Ага. Здесь уникальный климат на самом деле. То есть каждые 3 года что-то меняется? Каждые 3 года здесь теплее становится или прохладнее из-за этого эффекта.
хоть сегодня и нет солнца, но зато все мы пообгорели. Отправлял брикеты. Какой-то опустился туман, дымка. Смотрите. Идем немножко прогуляться. То есть, если обычный способ, еще просто потащить. Серферы учатся ловить волну. Вот там группа более опытных серферов. Смотри, смотри, смотри. Молодец. Ой, хорошая волна. Эта девушка что-то у него. Ты хотел бы попробовать, кстати? Не, я тоже, да, хотел бы. Давно хочу, что-то никак не решусь. Вот здесь, кстати, классное место. Для новичков самое то. Да. Привык. Еще одна. А ну-ка, блядь. Да, это же нас хватило. Что нашли? Какую бумажку здесь? Поменялся немного цвет моря из-за солнца. Океана, точнее. На этом на сегодня все. Небольшие зарисовки из нашего досуга в Лиме. Если есть какие-то вопросы по Латинской Америке, задавайте. Не забывайте про лайки, комментарии. И до встречи в следующих видео из Перу. Всем пока!